Здравствуйте, приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы для вас приготовили небольшой психологический тест, пройдя который, вы узнаете о себе немного больше и возможно даже сможете разобраться в некоторых скрытых проблемах внутри себя. Отключите на время свою логику, ибо все они направлены на работу с вашим подсознанием. 1. Представьте, что вы идете с кем-то по лесу. Кто это мог бы быть? 2. Вы идете по лесу и видите недалеко от себя животное. Что это за зверь? 3. Что происходит после того, как вы встретились с ним глазами? 4. Вы продолжаете идти по лесу. Выходите на поляну, на которой стоит дом вашей мечты. Как бы вы описали его размер? 5. Окружен ли дом вашей мечты забором? 6. Вы входите в дом, идете в столовую посмотреть на обеденный стол. Опишите, что вы видите на нем и вокруг него. 7. Вы покидаете дом через заднюю дверь, и видите лежащую прямо на траве чашку. Из какого материала она сделана? 8. Что бы вы сделали, увидев ее? 9. Вы подходите к концу двора, посреди которого стоит дом. Там водоем. Что это за водоем? 10. Как вы собираетесь пересечь воду, чтобы двигаться дальше? А теперь ответы на вопросы. Ответы на все вопросы, которые вы дали, демонстрируют ваши ценности и идеалы. Вот как их анализировать. 1. Человек, рядом с которым вы идете, это самый важный человек в вашей жизни. 2. Размер воображаемого животного – это размер ваших проблем внутри вашего подсознания. Чем больше животное, тем тяжелее вам жить. 3. То, как вы реагируете на неожиданную встречу в лесу. Наиболее характерный для вас способ решения проблем – агрессивный, пассивный или убегающий. 4. Размер дома, который вы увидели, это размер ваших амбиций. Если он слишком большой, возможно, у вас завышенные ожидания от жизни. 5. Если забора нет, вы открытый и внутренне свободный человек. Если он есть, значит, вы цените личное пространство и того же ждете от других. То есть никогда не войдете в личное пространство других без разрешения. 6. Если в этой комнате вы не увидите еды, цветов или людей, значит, вы, скорее всего, глубоко несчастны. 7. Прочность и долговечность материала, из которого сделана чашка, это то, насколько прочными и крепкими вы воспринимаете свои отношения в семье. Одноразовый пластиковый или бумажный стакан, стекло, скорее всего, вам тревожно за будущее своей семьи. Если чашка была в вашем сознании металлической или фарфоровой, значит, вам не о чем беспокоиться. 8. Ваш поступок характеризует отношение к человеку из вопроса номер 1. 9. Размер водоема – это размер вашего сексуального аппетита. 10. Чем более мокрый способ передвижения вы выберете, тем большее значение в вашей жизни имеет секс. Надеемся, тест для вас станет полезным, или как минимум попадет в арсенал на вооружение в качестве забавного времяпрепровождения с друзьями. Ведь согласитесь, узнавать друг друга лучше всегда как минимум интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео, и оставляйте комментарии. Нам интересно почитать, что вы думаете о тесте. До новых встреч!